Вы на канале «Это вкусно». Сегодня хочу поделиться с вами рецептом пирожков из простого и легкого в приготовлении теста на кефире без дрожжей. Отличный вариант для тех, кто не любит возиться с дрожжевым тестом. Такие пирожки можно готовить с любой начинкой. У меня сегодня их будет две. Одна с яйцом и зеленым луком, а вторая с творогом и зеленым луком. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Начну с начинки. Зеленый лук я промыла, просушила и нарежу его сразу для двух начинок. Творог старайтесь брать не сильно влажный. Я его просто разминаю вилкой. Добавляю соль и свежемолотый черный перец. Перемешиваю. Вместо творога вы можете взять брынзу или фету, тогда с солью будьте осторожны. Отправляю к творогу половину нарезанного лука. Все перемешиваю и первая начинка готова. Для второй начинки нарезаю сваренные вкрутую яйца. К нарезанному зеленому луку добавляю немного растопленного сливочного масла, чтобы начинка не была сильно сухой. Туда же отправляю нарезанные яйца, соль и черный молотый перец. Перемешиваю, и вторая начинка тоже готова. Займемся тестом. В миску наливаю кефир, добавляю яйца, соль и сахар. Перемешиваю все венчиком. Затем всыпаю примерно треть от общего количества муки и добавляю соду. И снова все перемешиваю. Затем всыпаю еще половину оставшейся муки. Перемешиваю и добавляю примерно 30 грамм растительного масла. Немного перемешиваю тесто руками и затем всыпаю оставшуюся муку. Вымешиваю тесто, оно получается довольно нежное и еще сильно липнет к кругам. Муку я больше не добавляю, чтобы тесто не получилось сильно жестким. Добавляю еще примерно 1-2 столовые ложки растительного масла и хорошо вымешиваю тесто. Муку я больше не использую, поэтому смазываю рабочую поверхность и руки растительным маслом. Оно еще немного липнет к рукам, это допустимо. Отделяю часть теста, формирую из него колбаску и делю ее на равные кусочки весом примерно 40-45 граммов. Формирую шарики. Накрываю их пленкой и даю им отдохнуть минут 15-20. Если вам больше нравятся пирожки из дрожжевого теста, то у меня на канале есть рецепт жареных пирожков из дрожжевого теста с двумя начинками. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Тесто немного отдохнуло, можно формовать пирожки. Смазываю поверхность и руки растительным маслом. И руками делаю из шариков небольшие лепешки. Я скалку не использую, так как тесто очень мягкое и его легко формовать. На лепешку кладу столовую ложку начинки и хорошо защипываю края. Придаю пирожку форму. Я делаю более округлую, можно сделать более вытянутую или разной формы для разных начинок, чтобы не перепутать.
Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. После того, как часть пирожков я слепила, можно начинать их жарить. Хорошо разогреваю растительное масло. Чтобы понять, что масло уже достаточно разогрелось, можно опустить в него деревянную шпажку. Если вокруг нее идут мелкие пузыри, значит оно достаточно разогрелось. Выкладываю в сковороду пирожки. Во время жарки они разбухают и пузырятся. Обжариваю на средней мощности до золотистого цвета. Готовые пирожки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Когда они немного остынут, можно пробовать. Для теста мне сегодня понадобилось 500 мл кефира, 2 яйца, 30 граммов сахара, 10 граммов соли, 10 граммов соды, 700-750 граммов муки, 60 граммов растительного масла. Из данного количества теста получается 35-40 пирожков в зависимости от размера, поэтому вы можете уменьшить количество ингредиентов. Для первой начинки я использовала 500 граммов творога, 150 граммов зеленого лука, соль и черный молотый перец. Для второй начинки 5 штук яиц, 150 граммов зеленого лука, 50 граммов сливочного масла, соль, черный молотый перец. И вот такие быстрые пирожки у меня получились. Воздушное тесто и много начинки. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты несладкой выпечки и пирожков смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!